Животные чувствуют все так же глубоко, как и мы, и эта собака дрожала, полностью застыв от страха. Вы не поверите, что ее хозяйка сделала дальше. Единственное, что она увидела, это протянутую к ней руку. Но на этот раз выражение лица ее хозяина было не таким, к которому она привыкла, не таким, которому она начала доверять. Его рука быстро поднялась, и это испугало ее. Она знала, что обычно это означало. Ее прошлое обрушилось на нее внезапно. Нам. Она присела на корточки, дрожа и крепко поджав хвост. Она попыталась съежиться как можно меньше, готовясь к тому, что должно было произойти. Наконец-то все стало налаживаться. Она начала верить, что, может быть, только может быть, этот новый мужчина был другим. После всего, через что она прошла, она начала чувствовать себя в безопасности. Но теперь он пугал ее, и это чувство глубоко ранило. Бедняжке Бисквит пришлось нелегко вначале. Ее история была душераздирающей, и до недавнего времени она не знала, что такое доброта. Однако в приюте все сразу же влюбились в нее. С того момента, как они ее увидели, они поняли, что она особенная. Бисквит была одной из самых нежных собак, которых они когда-либо брали к себе. Они спасли ее из питомника для щенков, ужасного места, где ее нашли с кучей других собак. Щенки. Тогда она была всего лишь маленьким щенком, но выглядела еще моложе, потому что была слабой и не доедала. Ее маленькому тельцу пришлось многое пережить. Ее мать не могла вырабатывать достаточно молока для всех своих щенков, и в итоге Бисквит оказалась единственной, кто остался без молока. К тому времени, когда подоспела помощь, она едва держалась на ногах. Когда ее привезли, она была покрыта блохами и клещами, а ее живот был полон червей. Ей предстояло пройти долгий путь, прежде чем она поправится. Большинство других щенков были усыновлены быстро, но не Бисквит. Сначала ей нужно было полностью выздороветь. За это время персонал и волонтеры успели привязаться к ней. Все очень старались помочь ей снова почувствовать себя комфортно среди людей. По мере того, как она становилась сильнее, она также становилась смелее. Она все еще была застенчивой, но уже чаще виляла хвостиком и бросала нежные взгляды. И вскоре пришло время найти ей настоящий дом. Дом. Когда один из волонтеров попросил ее усыновить, ее уже подобрали в семью. Но было слишком поздно. Документы уже были оформлены. Оглядываясь назад, можно сказать, что все могло бы сложиться по-другому, если бы она поехала домой с этим волонтером. Семья, которая ее усыновила, выбрала ее из-за ее роста. Они думали, что из нее получится хорошая сторожевая собака. Но когда они привезли ее домой, то поняли, что она не свирепая. Она была милой. Тем не менее, они не изменили своего решения. Вместо этого они попытались заставить ее стать той, кем она не была. Они оставили ее связанной на улице и использовали жесткие методы, пытаясь сделать ее агрессивной. Соседи видели, что происходит, и не могли игнорировать это. Они позвонили в службу контроля за животными, которая затем обратилась в приют, откуда она родом. К счастью, в приюте было правило: если с собакой не обращались должным образом, они могли забрать ее обратно. И это именно то, что они сделали. Они не теряли времени даром, вытаскивая Бисквит из этой ужасной ситуации. Но к тому времени уже был нанесен огромный ущерб. Собака была полностью изолирована. Все, над чем волонтеры с таким трудом работали до ее усыновления, исчезло. Она была напугана больше, чем когда-либо, и более замкнутой, чем они когда-либо видели. Резкие движения заставляли ее вздрагивать, а любое быстрое движение рукой заставляло ее пригибаться в страхе. Было ужасно видеть такую милую собачку, такой разбитой. Они так сильно хотели помочь, но даже тихие звуки были для нее невыносимы. Она не могла справиться с обстановкой в приюте. Сейчас это было просто невыносимо. Примерно в это же время пришел новый ветеринар, чтобы осмотреть собак. Пока он был там, одна из волонтерок рассказала ему о Бисквит и обо всем, через что ей пришлось пройти. Ветеринар Стив внимательно выслушал ее. Ее история действительно поразила его. У него еще не было своей собаки, но что-то в Бисквите запомнилось ему навсегда.
Ему, подумав, он пошел ей навстречу. В тот момент, когда он посмотрел в ее печальные, испуганные глаза, его сердце разбилось. Он мог сказать, как сильно она была потрясена каждым тихим звуком, каждым движением. Именно тогда Стив решил, что она была не просто собакой, которую ему было жаль. Именно ее он хотел привести домой. Он давно подумывал о том, чтобы в конце концов завести собаку, и теперь знал, что это именно та собака, которая ему нужна. Однако это было нелегко, Стив понимал это, но чтобы завоевать ее доверие, потребовалось время, и он был к этому готов. Когда он привез ее домой, она не сразу освоилась. Ее уже приводили в другой дом, и все прошло не очень хорошо. У нее не было причин полагать, что в этот раз все будет по-другому. Она также понятия не имела, как жить внутри. Ее всегда держали только на открытом воздухе. Поэтому она нашла тихий уголок в доме и свернулась калачиком, дрожа. Она не смотрела на Стива, не подходила к нему, просто стояла там, застыв на месте. Дюжина. Стив не смог сдержать слез. Он не хотел торопить ее. Он просто хотел, чтобы она чувствовала себя в безопасности. Каждый день в течение нескольких недель он тихо сидел рядом с ней на полу, просто находясь рядом. Когда она придвигалась чуть ближе, он нежно чесал ее по голове. Ей это нравилось, но потом она все равно убегала. Страх все еще был с ней. Когда она впервые прижалась к нему, Стив понял, что это важный момент. Постепенно бисквит. Стив начал доверять ему. Она начала прижиматься к нему, сворачиваться калачиком рядом с ним, класть голову ему на колени. Стив давал ей маленькие лакомства и жевательную резинку и устроил удобную кровать рядом с диваном. Постепенно она начинала понимать, что в этом доме действительно может быть все в порядке. Однажды вечером она наблюдала за Стивом, пока он смотрел фильм. Он не сразу заметил, но потом увидел, как она встала и осторожно положила лапу на диван. Когда он посмотрел в ее сторону, она быстро отступила. Поэтому он притворился, что не заметил ее. Шаг за шагом, лапка за лапкой, она медленно забиралась на диван. Стив не шевельнул ни единым мускулом. Он затаил дыхание, боясь, что даже малейший звук может спугнуть ее. Казалось, прошла целая вечность, но в конце концов она устроилась рядом с ним. На диване было встроенное кресло с откидной спинкой, и вскоре бисквит уже лежала там, положив голову на вытянутые ноги Стива. Этот момент изменил все. С тех пор это стало для них обычным делом. Бисквит открыла для себя радость быть домашней собачкой, и ей это очень понравилось. Стиву нравилось видеть, как она все больше и больше выходит из своей скорлупы, но рядом с другими людьми она все еще боялась. Каждый раз, когда в доме появлялся кто-то новый, она убегала и пряталась под лестницей. Стив устроил для нее там маленькую безопасную зону. Там была мягкая собачья подстилка, несколько игрушек и даже миска с водой. Это давало ей тихое место, где она чувствовала себя в безопасности. У нее тоже была кровать в комнате Стива, но иногда она чувствовала себя в большей безопасности в маленьком уголке под лестницей. Когда гости расходились, она оставалась в этом месте, пока в доме снова не воцарялась тишина. Теперь она полностью доверяла Стиву, но другим людям по-прежнему доверяла слишком сильно. Стив был просто благодарен, что рядом с ним она больше не вздрагивала от каждого движения. Она больше не жила в постоянном страхе, по крайней мере с ним. Но однажды случилось нечто, что едва не разрушило достигнутый ими прогресс. Все началось как обычно. Они играли в гостиной, когда Стив услышал раздражающий пронзительный звук. Комар летал вокруг них, не желая улетать. Он жужжал совсем рядом с бисквит, и Стив не хотел, чтобы ее укусили, поэтому он начал отмахиваться от него, пытаясь избавиться. Он все больше и больше расстраивался из-за того, что тот продолжал от него уворачиваться. Он еще раз шлепнул по воздуху рядом с ней и только тогда заметил это. Бисквит упала на землю, она дрожала всем телом. Она поджала хвост и низко опустила голову к полу. Она не смотрела на него. Она пыталась исчезнуть, как и раньше. Сердце Стива упало. Он даже не подумал об этом. Она подумала, что он сердится на нее, и испугалась. Он мгновенно пожалел обо всем. У него внутри все сжалось, когда он понял, как его действия спровоцировали ее. Стив нежно потянулся, чтобы погладить ее, но даже это заставило ее вздрогнуть. Его поднятая рука напугала ее еще больше.
Все, чего он хотел, это обнять ее и сказать, что она в безопасности, но он знал, что сейчас это не поможет. Ей нужно было время, ей нужно было побыть наедине с собой, поэтому вместо того, чтобы обнять ее, он сел рядом. Чтобы она снова почувствовала себя в безопасности, потребуется терпение, как и раньше. Несмотря на то, что все инстинкты подсказывали ему подхватить ее на руки и успокоить, Стив сделал кое-что еще. Он тихонько взял коврик для лизания мороженого, который приготовил заранее. Он знал, что это поможет ей успокоиться. Облизывание помогает собакам снять напряжение, и он надеялся, что это поможет ей успокоиться. Бисквит все еще трясло, но не настолько сильно, чтобы она могла отказаться от своего любимого лакомства. Когда она начала слизывать его с пола, Стив сидел рядом, не двигаясь. Он просто хотел, чтобы она поняла, что он не собирается причинять ей боль. Стив еще долго будет испытывать чувство вины из-за этого момента. Но, к счастью, Бисквит, похоже, не цеплялся за это так, как он. В ту же ночь она сделала то, чего никогда раньше не делала. Она забралась к нему на кровать. Постепенно она снова начала расслабляться. Ей стало уютнее рядом с ним, она больше обрадовалась, когда он вернулся домой, и стала вилять хвостом чуть быстрее. Однажды ночью Стив оглянулся и увидел, что она крепко спит, лежа на спине посреди кровати с обнаженным животом. Этот момент сильно поразил его, он расплакался. Это значило для него все. Она наконец-то доверилась ему. Такое доверие было огромным. По мере того, как она становилась все увереннее, она начала меньше нервничать и в присутствии других людей. Стиву не нравилось оставлять ее дома одну, поэтому он стал брать ее с собой на работу в ветеринарную клинику. Там у нее была своя маленькая комнатка и выход в огороженный двор, где она могла бродить или отдыхать. Ей не нужно было ни с кем встречаться, если она этого не хотела, и ей больше никогда не приходилось оставаться одной на весь день. Затем произошло нечто, удивившее даже Стива. Однажды днем во время ланча он пошел поискать Бисквит, чтобы поиграть с ней. Но ее не было во дворе. Ее не было и на ее обычном рабочем месте. Он начал беспокоиться, пока медсестра не сказала ему, где она. Они нашли ее спокойно лежащей в палате для пациентов прямо перед конурой. Ее голова лежала рядом с больным щенком внутри. Сторона этой собаки только что сделали операцию, и она все еще была слаба после приема лекарств. Бисквит зашла туда одна, просто чтобы составить ему компанию. Стив постоял там немного, просто наблюдая. Его поразило, как сильно она выросла. Возможно, она все еще стеснялась людей, но очень любила других животных. И когда им было больно, она каким-то образом точно знала, что делать. С тех пор Бисквит стала неофициальной медсестрой клиники. Животные. Они старались не подпускать ее близко к каким-либо заразным животным, но для других, тех, кто был напуган или страдал, Бисквит была чем-то вроде укрытия в меху. Она сидела рядом с их клетками или нежно прижималась к ним носом. Никто не мог научить ее такому сопереживанию. Может быть, она вспомнила, каково это – быть маленькой, больной и одинокой. Никто не знал наверняка. Но они точно знали, что помощь другим животным помогла и ей. Теперь у нее была цель, и похвалы, которые она получала от персонала и посетителей, помогали ей блистать. Она зашла так далеко. И однажды она доказала это больше, чем кто-либо мог себе представить. Она все еще чувствовала себя немного неуверенно в большой толпе. Стив знал это и всегда старался не давить на нее слишком сильно. Но потом его семья попросила устроить вечеринку по случаю их годовщины у него дома. Недолго думая, он согласился и только потом вспомнил о Бисквите. Сможет ли она справиться с полным залом, с кучей родственников, даже с детьми, которые бегают повсюду? Он подумывал о том, чтобы отвезти ее на день к друзьям или оставить в ее безопасной палате в клинике. Но в глубине души он не хотел, чтобы она пропустила это событие. Стив знал, что ему нужно все спланировать заранее, чтобы Бисквит было спокойно и комфортно. Прежде чем кто-нибудь пришел, он постелил дополнительное одеяло в ее укромном местечке под лестницей, в ее маленькой зоне комфорта. Затем он приготовил один из ее любимых ковриков для мороженого и отдал его ей, как только начали собираться люди.
Она устроилась поудобнее, рассеянная и довольная, пока Стив приветствовал свою семью. К счастью, вся его семья любила животных, а детей научили уважать их. Они знали, что нельзя толкать или преследовать собаку, особенно если она кажется неуверенной. Даже его младшая племянница, которой всего 15 лет, раньше общалась с Бисквитом. Она всегда сидела тихо, позволяя собаке подойти к ней, и никогда наоборот. Стив разжег гриль, и задний двор огласился смехом. Она. Все шло гладко. Но потом случилось то, чего он не ожидал, и это заставило его остановиться. Он повернулся, чтобы ответить кому-то, и случайно взглянул в сторону лестницы. Там была его племянница. Она тихо сидела на ступеньках, а не бегала вокруг, как другие дети. А рядом с ней, прижавшись к девочке и нежно касаясь ее бока, стояла Бисквит. Стив подошел ошеломленный. Он спросил свою племянницу, как она заставила Бисквит появиться на свет, но она этого не сделала. Бисквит появилась сама по себе. Потом она немного занервничала, а его племянница как раз подошла посидеть с ней. И вот они стояли бок о бок, спокойно наблюдая, как другие смеются и играют. Этот момент сказал сам за себя. Любовь завела Бисквит так далеко. Забота и терпение, которыми она была окружена, помогли ей вырасти в собаку, которой можно доверять, которая может общаться не только со Стивом, но и с другими людьми. На следующем семейном собрании произошло нечто удивительное. Бисквит больше не просто сидела тихо. Она бегала вокруг с детьми, она виляла хвостом, ее уши были подняты. Она была свободна и могла быть самой собой, испуганным, трясущимся щенком, которым она когда-то была, ушедшей. Теперь она была милой, доброй и, наконец, достаточно уверенной в себе, чтобы показать это, и все потому, что кто-то дал ей время, любовь и безопасность, чтобы расцвести. Спасибо, что посмотрели. Если вам понравилось путешествие Бисквита, не забудьте поставить лайк, поделиться и подписаться на другие трогательные истории, подобные этой. Увидимся в следующий раз.